несмотря на то, насколько вам плохо, научились даже не радоваться жизни, а говорить: скоро будет хорошо. Что у вас не получается сейчас вылезти из долговых каких-то состояний. Вы себя загоняете, и у вас вот эти долги, внутренние состояния, не получается деньги заработать, они не идут, они ко всем идут, к вам не идут и так далее. Как можно это перешагнуть? Запомните, когда у вас болит нога, то в этот момент вы эту ногу начинаете тереть. Заметили? Так вот, когда человеку больно, туда идет его сознание. Так вот, это сознание лечит. Когда вам финансово плохо, вы начинаете об этом переживать. А теперь подумайте, когда у вас болит зуб, и вы на это обращаете внимание, он болит сильнее или слабее? Давайте я скажу: сильнее. Поэтому если вы переживаете по поводу того, что у вас безденежье и очень плохо, то тогда это не улучшит ваше состояние, а ухудшит, подобно зубной боли, друзья мои. Нет, нужно говорить товарищ. Таким образом, я вам могу сказать, что для вас прям вот очень важно знать момент непереживаний. В случае, если у вас болит зуб, и вы об этом думаете, сосредотачиваетесь, то он будет болеть гораздо сильнее. Точно так же любое энергетическое воздействие на нашу жизнь. У вас нет денег, вы начинаете переживать, думать, что произойдет. Их не будет и не будет надолго. А теперь, как же из этого всего выйти? Хотите, расскажу? Волшебный таблетка. Волшебный таблетка заключается вот в чем. Оказывается, когда у вас болит зуб, то вам дает доктор какую-то волшебную таблетку. Такие моменты есть и с эзотерикой, или и в эзотерике. Если у вас бесконечное безденежье, и у вас не хватает денег ни на что, и вам нужно платить по счетам и так далее, запомните, вы должны купить очень красивую вещь. Какую? Не знаю, купите графин какой-нибудь очень красивый. Можно платье, оденьте его, да, любое. То есть это должно быть что-то, ну вот, невероятно красивое, так, чтобы вам нравилось. Когда у меня происходит невероятная ситуация, связанная с крушением, вот что-то ломается, что-то портится, ничего не получается, угадайте, что я делаю? Я всегда покупаю что-то красивое. Это всегда, это закономерность в моей жизни. Как только я вижу, что вот что-то не ладится, как-то я не справляюсь, еще что-то не происходит, то я знаю, у меня всегда есть выход. Я покупаю либо дорогую вещь, либо какое-то украшение, либо я покупаю букет цветов, либо я покупаю дорогую вазу, либо еще что-то. Всегда работает, проверено. Так делают все женщины, правильно делают. Дело в том, что это такая особенность. В случае, если вы себя порадовали, то вы таким образом приняли ту таблетку, которая вас как бы автоматически переводит из этого состояния. Вы выпили таблетку от боли. А если вы все время, вот я не могу потратить себе, я не могу купить вот это, я не могу купить это, и начинаете страдать, как же мне решить, жизнь завязывает вокруг меня клубок, как же мне... Да вы не о том думаете, идите в цветочный магазин, покупайте хрустальную вазу. Ее ставьте и улыбайтесь, понимаете? Вы даже не представляете, как это быстро работает. Но вас переубедить в этом сложно. Потому что человек говорит: ну у меня нету хлеба. Я говорю: иди купи в хрустальную вазу. Он говорит: Дуйко, ты идиот или что? Зачем ругаться-то сразу? Зачем ругаться? Я за то, чтобы вы знали сами механизмы. А ведь механизмы работают именно таким образом. Смотрите. Вы, допустим, что такое энергия? Вы видите деньги в чьих-то руках или думаете о деньгах, и у вас начинается сразу же: ой, почему у них получается, почему у меня не получается, как же этот вопрос решить, я так страдаю, чем же мы заплатим, что же сейчас произойдет. Или начинаете думать: вот она идет с мужчиной, у меня мужчины нету, как же эти мужчины, почему же у меня нету, а так бы мог там помочь мне, мне нужна любовь, я бы хотела, чтобы эта любовь в моей жизни была, как же решить этот вопрос. Вы переживаете, это зубная боль, вы ее ощущаете, мужчины не будет. Вы переживаете по поводу денег, это зубная боль, и этих денег не будет, все будет ухудшаться. Можно ли каким-то образом это решить? Если вы уже научились энергетически внутренне находить свои паттерны, которые возникают в виде спазмов внутренних или нервных потенциальных каких-то ощущений, которые возникают в вашем физическом теле, то вы можете это использовать.
Сядьте вечером, покушайте, и после этого с открытыми или можно даже с закрытыми глазами скажите себе: я вспоминаю все варианты отдачи мной денег за сегодня, вчера. Или начинайте думать о том, как вам нужно отдавать что-то. И в случае, если в вашем организме начинает происходить ощущение тремора, спазмов, начните выдыхать очень сильно и начните говорить себе: я это принимаю, меня это не беспокоит, это не важно. Понятно? Я это принимаю, меня это не беспокоит, для меня это не важно. Вот смотрите, как можно очень быстро изменить свою судьбу. Вечером сели с открытыми глазами или закрытыми, говорите: ой, как же я заплачу за это. И говорите: это не важно, мне это не беспокоит, я это принимаю. И после этого, если это вас отпустило, то со следующего дня у вас появятся деньги и возможности. Моя женщина меня в моей жизни очень часто спасает. Каким образом? Если я вижу, что компания чуть-чуть меньше зарабатывает, чем нужно, то я не переживаю. Что я делаю? Я покупаю огромный букет стоимостью не менее $100. И несу домой. Оксана, есть такое? Почему? Можно по мне смотреть, если я недополучил свои деньги, я отнес букет. Все, проверено. В случае, если я вижу какие-то неприятности, для того, чтобы не думать о неприятностях, я выбираю какую-нибудь дорогую вещь. Вот последняя покупка была там 3-4 дня назад, связанная с тем, что мы не могли установить систему проплат. То есть у меня появилась проблема, нам отключили одну из систем оплат и начали давать нет. То есть начали какие-то препоны. Мы промониторили, вам не дадим системы проплат, с вами не должны работать и так далее. Нас начали резать. Я начал переживать, потом сам себя споймал и начал говорить о том, что я должен это научиться принимать. Сел, выдохнул, сказал, что все, я это принимаю, меня больше это не беспокоит. Пошел и купил домой большую вазу. Какую? Хрустальную. Какую? Зачем она мне нужна? Она никому не нужна. Никто так и не понял, для чего мне дома такая большая хрустальная ваза. Она так сделана, она сделана в виде стерео, представляете? На нее смотришь, она вся как бы из таких шариков. Но если смотреть сбоку, то там не один шарик, а как миллиард маленьких шариков. Вот я утром сегодня встал, посмотрел на вазу и сделал так. Какая красивая ваза. Вы представляете, когда я ее купил, это было как бы завершающей фазой того, что у нас что-то не получается. Сразу же все получилось. И сколько вас?